Здравствуйте, друзья и все, кто посетил мой канал. Меня зовут Ирина, и я уже давно живу в Болгарии. Весна в этом году в Болгарии выдалась прохладной. Иногда даже была холодной. Но сейчас уже лето, начало июня, и я решила поехать в деревню, чтобы полакомиться первыми ягодами, фруктами и отдохнуть от городского шума и суеты. Погода сейчас стоит просто прекрасная, еще не очень жарко, но и не холодно, очень приятно. Первые ягоды и фрукты – это клубника и черешня. Клубника уже есть, правда, много зеленой, а вот черешни практически нет совсем в этом году. У меня в саду растет и клубника, и черешня. И обычно в начале июня и то, и другое уже спелое, и даже уже заканчивается. Но в этом году спелой клубники еще очень мало, но зеленая есть. А вот черешни у меня в саду нет совсем. Видимо, погода сильно сказалась на фруктах. Потому что в апреле, когда уже деревья цвели, стало очень холодно. Был град, и это, видно, сказалось на урожае. Вишни на дереве тоже почти нет. Увидела только 2 штучки, еще не совсем спелые. А обычно вишни у меня бывало очень много. Даже не знала, куда ее деть. И мне стало интересно, а как обстоят дела с черешней у других? Здесь, рядом с нашим селом, есть старый черешневый сад. Деревья в нем очень старые, поэтому этот сад уже давно в свободном доступе. За ним, конечно, уже никто не ухаживает. А просто все желающие собирают себе черешню. И я решила пойти посмотреть, что в этом году там. Заодно покажу вам, какая сейчас тут красота. Весна была еще и дождливая, поэтому зелени везде больше, чем обычно. И много цветов. Деревьев в саду очень много. Они хоть и очень старые, но черешни обычно там бывает много. Я подумала, хоть пару деревьев-то будет с плодами. Смотрите, какая красота у нас за селом. Черешневый сад, поле, лес, а вот там вдалеке озеро. Озеро прекрасное, но сейчас мы до озера не пойдем, а только в сад. Вот такой черешневый сад. Уже много засохших деревьев, но и нормальных деревьев еще много. Но, к моему удивлению, плодов на деревьях нет совсем. Ни спелых, ни зеленых, никаких. Я обошла почти весь сад и ни одного дерева с черешней не увидела. Вот так постаралась в этом году погода. Осталась Болгария без черешни. Хотя, конечно, думаю, где-то в других местах она все же есть, но, видимо, очень мало. Потому что цена на черешню в этом году в городе Бургасе просто космическая. Сейчас черешня стоит примерно 10 евро. А недавно была и 25 евро. Вот теперь понимаю, почему такая цена. А вот с клубникой все нормально. Только намного позже она будет, чем обычно. Еще видела много зеленого инжира. С ним все нормально. Скоро начнет спеть. А вот персиков и абрикосов зеленых в селе не видела. Ну, абрикосов, думаю,
что точно не будет, потому что они очень нежные, и на них и более теплая весна часто отрицательно сказывается, и плодов не бывает. А эта весна повлияла даже на алчу, что вообще очень удивительно, потому что алча – это самый неприхотливый фрукт. У меня в саду несколько деревьев алчи, и обычно не знаешь, куда от нее деваться. Буквально все в алче. А в этом году у меня даже алчи нет совсем. Все замерзло. С персиками, боюсь, будет тоже не очень. У меня одно маленькое дерево, и тоже плодов нет. Зато все вокруг зеленое, все цветет. Полно всяких лекарственных растений для чая. Земляника скоро будет. Здесь в саду ее тоже очень много, но пока вот зеленая. Думаю, и грибов в лесу полно, потому что были дожди. С овощами, надеюсь, что тоже будет нормально. А вот с фруктами, как видите, в этом году совсем плохо. Пишите в комментариях, как в ваших районах обстоят дела с фруктами. А также, что вас еще интересует, на какие темы делать видео. И не забывайте подписываться на канал, если вы еще не с нами. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока.